В этом видео мы с вами будем создавать Supabase на локальном сервере. Значит, для начала разберемся, что такое Supabase. У меня уже было одно видео на эту тему. Здесь мы будем разворачивать Supabase немножко другим способом, который намного безопаснее и подходит, знаете, для достаточно больших проектов. Значит, для начала, что такое Supabase? Supabase — это сервис, который позволяет таким же дилетантам, новичкам, как и я, использовать все возможности баз данных. То есть без привлечения программистов, без привлечения каких-то сложных, без создания каких-то сложных архитектурных там решений, без знаний кода, то есть с нуля использовать базы данных. Это очень крутая штука. Почему мы будем использовать базы данных? Смотрите, мы когда работаем с нашим агентом, нам необходимо, чтобы какие-то данные он куда-то сохранял. Большинство из нас используют там какие-то Google сервисы, Airtable сервисы, либо еще какие-то сервисы. Но лучше всего, если вы будете использовать базы данных, в которых будет храниться вся информация, вся переписка, особенно если мы добавляем, например, своего агента в какой-нибудь там Telegram-чат, где он слушает всю информацию. Для того, чтобы анализировать, помогать пользователям, нам необходимо куда-то все это выгружать. В Google Drive документы, но это не лучшее, наверное, решение, либо в Google Sheets таблица, поэтому есть базы данных. Но с базами данных работать не программисту достаточно сложно. Поэтому Supabase позволяет нам, как не программистам, работать с базами данных, сохранять огромное количество информации, и вся эта информация как бы будет находиться, либо храниться в надежном месте. Но почему мы будем разворачивать Supabase именно на локальном сервере, а не использовать облачную версию, вот как здесь, да, Supabase, заплати там $0, либо $25, и все у тебя будет прекрасно работать. А всего по одной простой причине. У многих стран в мире существуют так называемые законы о защите персональных данных. И чтобы не нарушать эти законы о защите персональных данных, особенно если наши AI-агенты работают в каком-то публичном пространстве, например, они консультанты, продавцы, помощники, да, которые принимают от себя какие-то персональные данные. И чтобы все эти данные хранились на локальном сервере, мы не можем использовать Supabase облачную версию. Нам необходимо Supabase разворачивать именно на локальном сервере. Как это сделать подробно, я сейчас расскажу. Я уже записывал одно видео по разворачиванию Supabase на локальном сервере. Вот так примерно выглядит обложка этого видео. Обязательно посмотрите. В этом видео мы будем рассматривать второй вариант использования либо разворачивания Supabase баз на локальном сервере. Кто-то скажет, он сложнее. Я скажу, что он не сложнее, он намного гибче, чем тот метод, который я вам показывал изначально. Если сравнивать там два варианта с разворачиванием Supabase на локальном сервере. Есть CLI, возможно, я произношу неправильно, ребят, если вы программисты, можете поправить меня, возможно, я говорю что-то, в каких-то терминах могу путаться, потому что говорю еще раз, я не программист. И метод разворачивания через докер. Значит, у каждого из них есть свои преимущества. Например, CLI — это вариант использования, когда вы что-то быстро тестируете. То есть для того, чтобы быстро развернуть свой сервер, там что-то протестировать. Но когда у нас уже работает реальный проект, мы должны работать именно с докером и разворачивать через докер на своем локальном сервере. Docker Image, по-моему, он так называется. Это готовые шаблоны для слепки приложений со всеми необходимыми компонентами. CLI — это инструмент управления, то есть программа для локальной разработки. Мы используем CLI, грубо говоря, для тестирования, а для уже реального проекта нам все же необходимо работать именно с докером. Потому что в CLI есть огромное количество уязвимостей. То есть, например, кто-то может просто там по определенной ссылке, я об этом узнал совершенно случайно. Мне один из моих подписчиков, читателей, участников нашего телеграм-канала, спасибо тебе большое, я бы в эту тему не стал так глубоко погружаться, но он мне сказал, что смотри, мы можем перейти там по определенной ссылке, я сейчас не буду показывать эту ссылку, и попасть в твои базы данных и, соответственно, скачивать, видеть всю ту информацию, которая там находится. Потому что у тебя развернуто именно через CLI.
а не через Docker. Если сравнивать CLI и Docker, то смотрите, используйте CLI для локальной разработки и тестирования. Для продуктов, когда у нас уже готовый продукт и мы его выпускаем на рынок, то использовать лучше Supabase Cloud. Это идеальное решение, но так как мы должны хранить данные на локальных серверах, официальный Docker Image от Supabase с их рекомендациями конфигурации. И сейчас мы как раз с вами будем этим заниматься. То есть мы будем использовать, разворачивать Supabase как раз по второму способу через Docker для того, чтобы было меньше уязвимости для реальных проектов. В качестве помощника у меня будет сегодня выступать Клод. Но знаете, я его не буду сейчас просить и говорить: слушай, да, как мне развернуть Supabase на локальном сервере. Потому что искусственный интеллект, конечно, он справится с этой задачей, но у него будет очень много различных проблем и сложностей при выполнении этой задачи. Поэтому я буду использовать Клод только в качестве помощника. И основной же у меня есть вот полный гайд по установке Supabase через официальный Docker Match, то есть через официальное приложение докера, который рекомендует сам Supabase. Мы этот гайд составляли с ребятами из чата долгое количество времени. Мы практически неделю потратили на то, чтобы создать подобный гайд, оттестировать его и чтобы все здесь прекрасно работало. Здесь также я накидал 10 преимуществ, почему стоит использовать Supabase без использования CLI. Еще раз говорю, я, возможно, неправильно говорю. Значит, этот гайд я сейчас просто выгружу в Клод, в своего помощника. И вместе с Клодом мы будем уже разворачивать Supabase на локальном сервере, используя наш гайд. Я введу простой промпт, например, помоги мне развернуть Supabase на локальном сервере по этому гайду, руководству. Если тебе есть что добавить, то пиши, комментируй шаги, чтобы установка прошла быстро и без сложности. То есть я сейчас своему помощнику, в данном случае в качестве помощника мне будет помогать AI Claude 4 Sonnet, и, соответственно, он мне уже начинает переписывать этот гайд. И я вместе с вами сейчас буду просто пошагово идти и работать с этим гайдом. Смотрите, что мы получим в итоге, какие требования есть для установки этого гайда. Значит, смотрите, он говорит, что мне минимум нужно 4 гигабайта оперативной памяти, 50 гигабайт диска, нужно доменное имя, нужны базовые знания по работе с терминалом. У меня этих базовых знаний нет, и поэтому я буду использовать своего помощника Клода для того, чтобы он мне эти базовые знания, соответственно, помог восполнить. Значит, подготовка сервера, значит, подключение, обновление системы. Прежде чем я начну использовать, работать с этим гайдом, мне необходимо, значит, установить сервер. Значит, для начала мне нужно купить тот самый виртуальный сервер. Я в прошлом видео, где мы разворачивали Supabase, я показывал Springbox, то есть через Springbox можно купить виртуальный сервер. Здесь цены начинаются, вот, которые сервера нам нужны, от 790 рублей в месяц. Есть 1590 рублей в месяц, это чуть мощнее, но мы разворачивали на этом, и все прекрасно, соответственно, работало. Но я бы хотел в этом видео показать работу через другой сервис, также сервис, который позволяет покупать выделенные сервера, называется AESA. Это никакая не реклама, я сам использую. У меня здесь есть большое количество виртуальных серверов, в которых я использую в основном для VPN. У них просто появилась Москва и Санкт-Петербург, и по ценам мне показалось, что они немножко демократичны. То есть, смотрите, например, сервер Москвы либо Санкт-Петербурга, который мы можем использовать локально и разворачивать на нем Supabase свои базы, он здесь стоит 9,89 евро в месяц. Евро сейчас упал, поэтому цена, мне кажется, приемлемой. Здесь же цена на 4 ядра 50 гигов, 2 ядра 1590. То есть, грубо говоря, вот здесь сервера на данный момент, на момент съемки этого видео, они дешевле. Поэтому я выбираю этот сервер и просто, соответственно, покупаю его. Выбираю версию Ubuntu. Ubuntu — это операционная система для нашего сервера. Мы выбираем ее и, соответственно, платим за месяц, отключаем бэкапы, потому что бэкапы мы будем делать вручную. Об этом тоже есть подробная информация в гайде. Все, нажимаем оплатить, 9,89 за месяц. Единственное, здесь минус, если нам этот... еще прописываем название. Единственное, здесь минус, когда мы покупаем через AESA, мы оплачиваем как бы сразу же на месяц. Можно, конечно, оплатить на час, а потом выбрать другой тариф,
тариф подешевле, здесь платится всего 3 цента, мне кажется, тоже удобно, но я почему-то выбрал сразу же на месяц, не знаю почему, возможно, не увидел вот этого часа. Ну, кстати, вы можете попробовать на час, если вам что-то не понравится, то 3 цента заплатить намного меньше, чем сразу же $9. Просто у тех же там Springbox, у них, когда вы арендуете сервер, у вас будет все равно оплата ежесуточно, то есть можно в любой момент просто отключить сервер, вы за это заплатите там 20 рублей, те же самые 2 цента, да, и все, и начнете пользоваться, ну и установите себе другой сервер, если вас что-то не устраивает. В AESA же, ну вот как мы видим, можно за час. Правда, есть какие-то лимиты. Хорошо, значит, я покупаю сервер в Санкт-Петербурге, либо в Москве и нажимаю оплатить и двигаюсь дальше. Значит, сервер я купил, буквально через несколько минут он загрузится. Что нам нужно? Нам нужен IP-адрес сервера, и мы видим, что вот это 60 гигов, 2 процессора, система Ubuntu, память 4 и пароль, имя пользователя и пароль. Эти данные нам понадобятся для входа на сервер. Плюс я только что купил доменное имя вот с таким названием странным. Ребят, большая просьба, вот смотрите, вот все, что я здесь показываю, я это все удаляю, то есть это показываю на момент съемки видео, то есть это доменное имя я потом также удалю, выкину, и оно мне не нужно будет. Поэтому не пытайтесь использовать те мои значения, которые я показываю в своих видео. Я их не скрываю, но я их просто со временем удалю. То есть просто я видел большое количество людей, которые заходят там по моим данным, которые я показываю в видео. Это, на мой взгляд, не совсем этично. То есть я показываю, делюсь информацией. Я знаю, что вы крутые, да, что вы больше меня знаете, что вы лучше. Но блин, не портите, да, желание снимать в будущем видео. Значит, хорошо, я эти данные также сюда внес, то есть данные с IP-адреса я также сюда внес, для того, чтобы пока я буду настраивать сервер, у меня уже работало мое доменное имя. Значит, как настраивать сервер? Я использую Termius, но в AESA есть, кстати, встроенный терминал, который вы можете прямо здесь настроить. Но, правда, он, на мой взгляд, не совсем удобен. Я использую отдельный терминал, называется он Termius. Все данные я ввел, нажимаю Connect, и вы можете использовать там любой другой терминал. Нажимаем Продолжить. По идее, я должен подключиться. Да, вот я в свой вошел терминал, и здесь я могу начать его настраивать. То есть, возможно, я могу сразу же поменять здесь пароль, не использовать стандартный пароль, но я этого делать не буду. Дальше, значит, я возвращаюсь к моему помощнику и начинаю идти по шагам со своего гайда. Он мне говорит сначала: зайди на свой сервер через терминал. Я буду использовать отдельное приложение Termius, поэтому я вот этот шаг пропускаю. Вы можете его спросить: так, что дает этот шаг? Есть ли какая-то альтернатива этому шагу? То есть вы берете, копируете и спрашиваете его. Вот, что дает этот шаг, какая есть альтернатива, но я вам уже об этом рассказал. Значит, первое, что мне нужно сделать, мне нужно обновить систему. Я захожу обратно в Termius, копирую команду, ввожу эту команду сюда, и все, пошел процесс обновления системы. То есть, на мой взгляд, программирование становится вообще таким простым. Дальше, значит, я копирую следующий шаг: установка необходимых утилит. Я даже не знаю, что там за утилиты. Можно его спросить, что за утилиты мы здесь устанавливаем и для чего они нужны. Но я сейчас тратить на это время не буду, я просто скопирую эту команду, также перехожу в Termius, здесь он устанавливает. Все, он установил, и я ввожу, соответственно, следующую команду. Теперь я, как понимаю, я это все, весь этот процесс устанавливаю. Все, установка прошло, установка необходимых утилит. Важное дополнение: проверьте доступную память и место на диске. Так, что-то я нажал не то, давайте остановим, стоп. Значит, важное дополнение: проверьте доступную память и место на диске. Значит, я ввожу эти команды, но у меня новый сервер, поэтому проблем каких-то не должно быть. Да, вот смотрите, место на диске, свободно памяти и место. Ну, наверное, он хочет просто перестраховаться. И вот свободную память и нагрузку мы посмотрели. Все окей. Да. Дальше, значит, установка докера. Мне необходимо установить докер. Я вот копирую эту ссылку. То же самое захожу. Ссылку, код. Это не ссылка, это код. Вставляю. И вставляю второе.
Все, идет загрузка, пошла работа. В чем мне нравится работать именно с Клодом, да, вот он, смотрите, так разделил удобно на два окна и работать просто одно удовольствие. Здесь мы можем его что-то спрашивать. Давайте вот следующий шаг как раз спрошу. Добавление пользователя в группу Docker обязательно для root. Значит, что мы сюда должны прописать? Вот, то есть у меня конкретный вопрос по какому-то шагу. Я его спрашиваю. Отличный вопрос. Давайте разберем эту команду. Объяснение команды, то есть он полностью рассказывает, что это команда. User mode, команда для изменения пользователя. Какие-то флаги, user переменная. Значит, варианты, если вы работаете под root, я как раз работаю под root, потому что у меня имя пользователя, как я вам показывал, имя пользователя вот root указано. Хорошо, я работаю под root, значит, мне нужно ставить следующую команду. То есть он тут же мне рассказал, вместо слова вот этого user я использую вот это вот слово root. И как это слово должно быть написано. Мне кажется, что это удобно. Если у вас есть какие-то другие пользователи, то вы, соответственно, их здесь и прописываете. Да? Пользователь админ, там еще что-то, еще что-то. Как тут же он дает мне расширенную информацию, проверяем текущего пользователя, добавляем текущего пользователя в группу Docker, да, как определить, какого пользователя использовали. Ну, то есть он говорит, что он подробно рассказывает по тому шагу, который нас интересует. Хорошо, я ввожу эту команду уже с рутом, и, соответственно, команда, как я понимаю, выполнена. Следующий шаг, я выбираю exit для применения изменений. И меня выкинуло, да, но это, наверное, так и должно быть. Значит, дальше я захожу обратно. Да, чтобы произошли изменения, если у вас не root, то вы должны сделать, соответственно, exit. Улучшение. Проверяем установку и настраиваем автозапуск. Вот, интересный момент. То есть он в наш гайд добавил какие-то свои дополнения, да. Docker Compose версиям, то есть посмотреть версии, как я понимаю. Все версии установлены, есть вся информация. Окей, двигаемся дальше. Включение автозапуска в Docker. Смотрите, да, вот он иногда пишет вот таким образом. Это значит две команды. В будущем я вам покажу там еще несколько моментов, когда я его буду спрашивать, это одна команда, либо две команды, как это правильно вводить. Но основной принцип везде вот эти вот, это везде одна команда. То есть он дает, он их группирует, но это везде одна команда. Хорошо, включение автозапуска. Старт. Статус. Я, конечно, мог бы открыть два окна на одном экране, но люди там, кто-то из вас в любом случае напишет, что какая-то проблема возникает и ему там что-то где-то не видно. Вот, смотрите, у меня смотрите, после последней команды у меня возникли какие-то ошибки. Я просто копирую вот это. Либо могу сделать скриншот и отправить в Клода, написать ему, смотри, тут все окей. И отправляю ему, соответственно, то, что я вижу на своем экране. Я могу либо таким образом скопировать и отправить, если я в чем-то сомневаюсь, либо я могу сделать скриншот и отправить ему в виде скриншота, если я в чем-то сомневаюсь. Значит, проверка докера работает. Что дальше? Предупреждения не критичные. Это предупреждение не влияет на работу докера. Ну, то есть все, хорошо. Докер установлен, работает корректно. Можете продолжать установку Supabase. Все, значит, я прошел проверку статуса и перехожу к третьему шагу. Загрузка официальных файлов Supabase. Копирую. Когда я попытался сюда ввести, я увидел, что все зависло. Я просто сделал скриншот и спрашиваю у Клода, это он завис или что тут происходит? Он говорит, что нет, докер не завис. Вы смотрите статус, это показывает статус все окей. Что показывает, что делать дальше? Нажмите Q, чтобы выйти из просмотра статуса и продолжайте установку. То есть, знаете, ребят, да, и вот я думаю, что программисты там надо мной посмеются, но я только что вот сам разобрался, что мне делать, если вот, на мой взгляд, это все зависло. И мне Клод, мой помощник, второй пилот, он, соответственно, подсказал, что мне нужно сделать. Хорошо, значит, дальше мы продолжаем загрузку официальных файлов Supabase. Я копирую следующий шаг и ввожу это все в терминале. Создаем рабочую директорию Supabase Project. Можете, кстати, эту рабочую директорию назвать каким-нибудь своим именем. И переходим в эту директорию. Дальше клонируем официальный репозиторий Supabase.
Все ссылки здесь находятся верно. То есть это на последней версии Supabase, которые мы можем установить. Копируем файлы. Происходит процесс скачивания. Подождем. Копируем файлы. Копируем конфигурации. И переходим в рабочую директорию. Все, дополнение. Проверим структуру проекта. Структура проекта. Вроде бы все окей. Следующее. Генерация безопасных паролей и ключей. Значит, генерируем пароли и сохраняем их в надежном месте. Нам нужно пошагово сейчас пройти и сохранить все эти данные. Также по одному вводим, и он нам сейчас присылает Postgres пароль. Пароль, который мы будем использовать с нашим N8N. Сейчас мы их просто генерируем. Нам нужно 4 пароля. Каждую команду я пошагово забиваю. Значит, вот это вот все, что он сейчас нам создал, нам нужно где-то сохранить. То есть мы берем, копируем. Я буду использовать Visual Studio Code. Но можно использовать обычные заметки, либо обычный файл. Но я буду использовать Visual Code. Для того, чтобы, потому что здесь немножко удобнее все это сделать. Значит, единственное, удаляю лишние строки. Вот, и у меня получилось, соответственно, 4 пароля, которые я буду использовать для работы с Supabase. Хорошо. Важно, обязательно сохраните все пароли. Примеры вывода. То есть он показывает примерно, какие должны быть, какого вида пароли будут. Все, мы эти все пароли получили и их сохраняем. Установка Node.js для генерации GPS GVT токенов. Значит, также пошагово установка Node. Короче, вот это вот устанавливаем. И второе, установка. Сейчас пока будет идти процесс установки. Проверка установки. То есть проверяем версии. Версия такая-то. И второе, версия такая-то. Все нормально, все установилось, мы видим версии. Следующий шаг – создание скрипта для генерации API-ключей. Здесь, смотрите, большой достаточно код. Что я должен делать? Я должен его спросить, что мне с этой всей штукой делать. По очереди ее вставлять, либо одновременно. Поэтому я в него тут же спрашиваю, слушай, мне это разово нужно ввести, создание скрипта для генерации ключей, или одновременно? То есть я его спрашиваю и копирую его данные ему же, и он мне говорит, что это одна команда, которую нужно ввести целиком. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно скопировать эту команду полностью, целиком. Здесь написано «Замените ваш GVT Secret». Мы ничего не заменяем, поэтому если бы нужно было что-то заменить, он бы нам это сказал. Мы копируем все это вместе. Давайте скопирую, попробую. Так. Копирую это все и добавляю сразу же в терминал. То есть прям так и добавляю. Все. И смотрите, он нам тут же уточнил, что ты можешь проверить, создан ли этот файл. Давайте проверим. Проверим. Файл создан. Да, видим, что файл создан. Вот. Плюс он предлагает альтернативный способ. Мне кажется, классный, да, вот. Чувак, который с тобой рядом сидит и помогает тебе разбираться с тем, что ты никогда не делал. Здесь, значит, нам нужно провести следующий шаг. Нам нужно GVT Secret из предыдущего шага заменить вот этот вот GVT Secret на свой. Что мы делаем? Мы копируем и переходим в свой блокнот. В данном случае я в качестве блокнота буду использовать Visual Studio Code. И вот этот вот GVT Secret, который мы получили при генерации предыдущим шага, мы просто его удаляем и добавляем сюда. Проверяем начало, проверяем конец и копируем, соответственно, эту команду. Эту команду копируем, переходим в терминал и жмем. Команда, соответственно, сохранилась. Дальше, значит, следующий шаг. Нажимаем так. И получили, соответственно, опять еще 2 ключа. Эти 2 ключа нам тоже нужно сохранить. Они тоже будут фигурировать и работать в нашем будущем проекте. Так, этот мне уже не нужен. Я сюда добавляю вот эти вот 2 ключа. Anon и сервис RollKey. Эти ключи помогут нам работать с API, подключить к N8N нашу Supabase. Вот, сохрани полученные ключи, они понадобятся для дальнейшей настройки. Все, мы прошли очередной шаг. Следующий шаг. Настройка конфигурации. Редактирование env файла. Мы копируем эту команду,
переходим в терминал, нажимаем и попадаем вот в такой вот файл. То есть это полностью файл для работы с Supabase. Здесь будут сохранены все наши данные. Нам необходимо с этим файлом сейчас проработать и его немножко подкорректировать. Что нам необходимо будет подкорректировать? Нам нужно будет добавить сюда свой Postgres пароль. Postgres пароль у нас хранится, который мы сгенерировали на предыдущем шаге. Вот он, Postgres пароль. Мы его копируем, этот Postgres пароль. И так, не сюда переходим, и переходим сюда. И просто вот этот вот Postgres пароль сохраняем. Здесь неудобно мышкой работать, поэтому здесь нужно клавиатурой вставлять все эти данные. И сначала убрать. Вот это вот все убрать. И добавить, соответственно, все свои пароли. Давайте я сейчас остановлю и добавлю все свои пароли. Все, я, значит, изменил Postgres пароль, GVT пароль, Anon пароль, сервис роль пароль, Dashboard username оставил таким же, пароль Dashboard password, сервис key, да, сервис key base и сервис key роль. Кстати, смотрите, два разных сервис key, а у меня почему-то один. Поэтому я его прям скопирую так и отправлю на проверку. Смотри, тут два разных сервис-ки. Нет, не меняй. Объяснение разных сервис-ки. Ключ, который вы сгенерировали, сервис роль-ки, вот, который мы сгенерировали. Ключ сервис-ки base. Это разные сервис-ки. Что нужно сделать? Используй свои сгенерированные ключи, замени их в env файл. Вот только то, что у нас есть, сервис роль-ки, оставь как есть username, dashboard password. Сервис роль-ки — это API для доступа к Supabase. Super Secret Key Base — это внутренний ключ для шифрования сессий. Если вы что-то ввели и вам, то есть вы что-то ввели неправильно, чтобы не сохранить этот файл, вы просто выходите. То есть вы нажимаете «Не сохранить данные» и выходите. После этого вы также обратно можете войти в этот файл, ввести команду вот nano-env. И вот здесь вот отображаются, видите, несохраненные данные, если вы что-то где-то накосячили. Все, вроде бы все внес. Значит, смотрите, он мне также говорит, что замените следующее значение. Postgres, GVT, secret, dashboard username, измените на admin. Это dashboard username, это вход, по которому мы будем входить. Здесь изменим Supabase на admin, на наш сайт. Значит, API ключи AnonKey, сервис роль key, URL настройки для локальной сети, сайт URL, и, соответственно, здесь должны прописать мы свой сайт. Сайт, который мы купили. Я купил вот такое доменное имя, поэтому я его тоже должен буду изменить. Также мне необходимо изменить, соответственно, ссылку на свой сайт. То есть я копирую ссылку на свой сайт, и вместо вот localhost я сюда ввожу ссылку на свой сайт. Если у вас нету ссылки на свой сайт, то вы можете сюда просто ввести свой IP-адрес, и все так же будет прекрасно работать. Я использую ссылку на свой сайт, поэтому мне в этом файле необходимо еще изменить остальные данные. То есть URL настройки, порты. Давайте перейдем, посмотрим. Значит, это я изменил. Дальше, значит, мне необходимо изменить URL настройки. Порты, вот два порта. Мне не Postgres порт и порт Kong. И Studio порт. Kong порт 8000, порт 8443, здесь 3000 Studio порт. Вот, Studio порт 3000, все окей. Значит, дальше сайт изменяю. Вот, сайт URL. Просто добавляю свой сайт сюда. Localhost. Тоже добавляю сюда ссылку на свой сайт. Оставляю пока HTTP. А в будущем мы его переделаем на HTTPS. E-mail аутентификатор оставляем, телефон оставляем. Он нам не нужен. И здесь вот еще один Supabase Public URL, публичный URL адрес. Мы его также изменяем на наше доменное имя.
Значит, URL настройки мы изменили, API ключи изменили. Если используется IP сервера, ваш IP, то есть вот варианты, когда мы доменное имя будем использовать и когда будем использовать отдельно локальные установки. Значит, порты проверили, все работает. И пуллер настройки. Значит, здесь измените Tenait ID на что-то свое. Вот, пуллер Tenait ID. Если вы не видите, либо не можете найти это, вы также можете использовать, например, поиск в терминале. Пуллер Tenait ID. Вот он, пуллер Tenait ID. Мы сюда просто пропишем что-нибудь. Давайте, пуллер ID. Этот элемент мы будем использовать для также связи N8N. Поэтому пуллер Tenait ID тоже желательно куда-то себе скопировать. Я скопирую его сюда. Также мы можем настроить почтовый сервер, но сейчас он нам не нужен для того, чтобы, знаете, отправлять нам какие-то данные с Supabase. Нам это пока не нужно. На этом этапе используйте HTTP. HTTPS мы настроим позже. То есть, что я вам говорил, что мы используем HTTP, а не HTTPS. Хорошо, запуск Supabase. Все. Мы должны сейчас сохранить этот файл. Для этого мы нажимаем там Ctrl-O. Здесь вот все команды написаны, какие нужно нажать. Ctrl-O, сохранить и Ctrl-X выйти отсюда. Все. Можем проверить, зайти опять в этот файл и посмотреть, сохранились ли все данные, которые мы сюда внесли. Еще раз этой командой открываем этот файл и видим, что все данные здесь сохранены. Просто выходим тогда. Следующая команда. Загружаем последние докер-образы и запускаем все сервисы в фоновом режиме. Этот процесс может занимать нам около 7-10 минут, поэтому я пока отдохну. Следующую команду ввожу. И смотрите, да, вот все у меня прошло, все установилось, все заработало. И ошибок никаких нет. Первый запуск может занять 5-10 минут. Идет загрузка и инициализация всех сервисов. Проверка статуса. Дальше мы копируем эту команду и проверяем статус буквально там через 2-3 минуты после запуска. Да, смотрите, значит, весь процесс прошел, все запущено. Должен быть статус started, либо healthy, либо create. Смотрим статусы. Ошибок нет. Ошибки обычно там написаны красным, что вот там-то произошла такая-то ошибка. Хорошо, все окей пока. Проверку статуса прошли. Вот, все статусы должны иметь такой, все сервисы должны иметь такой статус. Диагностика проблем. Если что-то не работает. У нас все работает. Здесь также есть информация по диагностике проблемы. Дополнительная диагностика. Проверка использования портов. Все порты открыты, все порты работают. Listen, слушает. Проверка ресурсов. Все тоже работает. Ресурсы. Какая нагрузка идет, да? Смотрим. Не знаю для чего это, но, видать, надо. И теперь мы будем настраивать как раз ту самую безопасность, чтобы к нам никто не постучался. Для этого мы включаем и настраиваем следующие команды. То есть мы каждую команду также проводим по одному. И закрываем все порты. Все. То есть я каждую команду по одной ввел. Проверяем статусы опять. Все закрыто и все работает. Дальше, значит, внимание, для локальной установки настраивать Firewall не обязательно. Проверка базовой настройки. Мы должны сейчас открыть в браузере наш сайт вот с таким вот примечанием. То есть наш сайт, либо наш IP и в конце ввести вот эти вот 8000. Это так называемый порт 8000. Значит, наше доменное имя. Давайте вот прям там и скопирую его. То есть вот наше доменное имя. И сюда подписать 8000. Это порт, по которому будет открываться. Вот таким вот образом копируем и заходим на
то, что мы установили. То есть, по идее, сейчас должен открыться тот самый Supabase. Я открою его в режиме инкогнито, потому что это первый запуск. Да, сайт не поддерживается защищенность соединения. То есть у нас HTTP, а не HTTPS. Режим инкогнито позволяет это все открывать. Значит, здесь мы должны ввести наше имя пользователя, админ, да, которое мы ввели, и наш вот этот вот пароль, dashboard password. Вот этот вот пароль, мы его должны также скопировать и сюда вот внести, войти. После этого мы войдем в свою Supabase базу, которую мы только что создали. Все работает. Значит, смотрите, не обращайте внимания, что здесь написано бета. Это не бета, это оригинальная версия. Просто ребята из Supabase рекомендуют для теста использовать вот CLI версию. Значит, давайте еще проведем небольшую работу с этой базой данных. Вот, все работает. Значит, юзернейм, пароль, который вы dashboard password должны пройти. Проверка API, открыть вот этот вот сайт. То же самое, добавить REST VID. Вот так вот. Хорошо, здесь тоже все работает, слушает. И должно показать, что да, вот все показало, это нормально. Значит, API работает, просто нужен ключ доступа. Хорошо. Настройка HTTPS для нашего сайта. Значит, мы должны скопировать эту команду и ввести ее здесь. Настраиваем HTTP request. Создание файла конфигурации и активация. По очереди запускаем каждую из команд. Значит, получаем SSL-сертификат. Здесь необходимо прописать наш домен. У нас домен вот так вот выглядит. И эту команду вводим в терминал. Получаем сертификат. Enter. Ввести email адрес. Для регистрации сертификата нажимаем UU. Все зарегистрировано. И теперь подключаем к базе данных. Значит, единственное, когда мы установили сертификат, нам необходимо изменить вот этот вот файл еще раз. Вот, я его немножко поправляю. Да, нам необходимо изменить файл. Смотрите, он не дал нам сертификат, вот, потому что у нас закрыт порт. Смотрите, сертификат он нам не дал, потому что у нас закрыт порт. Нам этот порт нужно открыть. Для этого мы переходим в Cloud и говорим: при получении сертификата возникла ошибка. Сертификат получен, но не установлен. Давайте исправим это. Проблема. Не смог найти сервер name в конфигурации. Значит, нам необходимо проверить текущую конфигурацию и исправить конфигурацию. Вот, сервер name здесь ваш домен. Вот с этим возникла как раз ошибка. Мы здесь не прописали свой домен. Поэтому мы берем, копируем, и здесь нужно прописать свой домен. Видите, здесь написано ваш домен. Открываем файл для редактирования. И вот здесь, вот смотрите, ваш домен, нам необходимо это изменить. Здесь все удаляем. Вставляем. Здесь уже указан наш домен. Опять Ctrl-O, сохранить, Ctrl-X. Проверим, что исправилось. Да, здесь уже стоит наш домен. Перезапустить нужно. Перезапускаем. И пробуем заново установить сертификат. Все, сертификат уже установлен. Все, заново сертификат установлен. Здесь уже нет никаких ошибок. Дальше, значит, я его еще также спросил. Здесь мне вот, нужно изменить и убрать порт 8000. Мне необходимо зайти в этот файл. И вот здесь подправить ссылки. И убрать вот эти вот порты. Сохранил и вышел. Да, значит, нужно убрать. Это было, это стало. То есть оставить только наши доменные имена. Убираем порты и перезапускаем для применения. Следующим шагом мы устанавливаем подключение к базе данных. Для этого мы заходим в N8N и выбираем Postgres.
Postgres. Здесь неважно, да, какое действие, но давайте вот добавление в таблицу и создаем новый аккаунт Postgres. Здесь нам необходимо ввести будет свое доменное имя. Здесь необходимо будет ввести Postgres и username. В данном случае вот наш IP-адрес, порт, database Postgres, user. User — это тот юзер, которого мы с вами создали и выбрали. Вот он здесь у нас, вот он, puller ID. Вот он, puller ID. И пароль. Пароль от Postgres Password. Пароль, который мы также прописывали. Все, нажимаем тест, нажимаем Save и проверяем, есть ли у него доступ к базам данных. Баз данных нет еще. Мы можем его установить в качестве, например, memory. Давайте удалим. И здесь в качестве памяти выберем этот аккаунт тест. Нажимаем Save и протестируем. То есть зайдем в свою таблицу Postgres, свою таблицу Supabase, которую мы только что создали. Уже по прямой ссылке и через HTTPS. Да, видите, он сюда вводим опять пароль админ, потому что мы перегружали базу, и пароль для входа. Нажимаем «Войти», попадаем в свою базу данных. Здесь меняем сразу на черный цвет таблицы. Таблиц пока нет, но мы сейчас ее создадим. Напишем просто тест. Но если у нас что-то не работает, здесь есть проверка подключения через пуллер. Мы его подключаем здесь и видим здесь, соответственно, ошибку. Мы просто копируем эту ошибку и пишем сюда, что мы как бы проверку подключения не прошли. Проблема с форматом подключения пуллер. Что не так? Вы используете puller ID вместо правильного формата Postgres Tend ID. То есть здесь необходимо вот этот вот использовать Postgres точка. А я эту точку не использовал в юзеры. Save. Проверяю. Можем еще раз протестировать здесь. Он уже обращается. Видите, уже здесь ошибки нет. И все нормально. Я захожу в свою базу данных. И здесь у меня должна появиться новая таблица. Вот, новая таблица N8N тест, которую мы только что с вами создали через N8N. То есть подключение Postgres, оно прошло. Если нужно прямое подключение, он здесь рекомендует запустить создание резервных копий. После этого нам необходимо также ввести создание резервных копий для того, чтобы сохранялись наши базы данных. Мы вводим эту команду и настраиваем автоматические бэкапы, которые будут в определенное время. Дальше, значит, управление сервисами, то есть здесь основные команды есть в этом гайде, и решение распространенных проблем. То есть проблема там с API-ключами. Он рассказывает, как решить эту проблему. Проблема — медленная работа, оптимизация, чек-лист успешной установки. То есть, грубо говоря, мы сейчас с вами полностью весь процесс прошли. Если возникают какие-то сложности, какие-то проблемы, у нас есть с вами Claude, либо любой другой искусственный интеллект, который нам моментально, как вы увидели, помогает решать эти проблемы. Поэтому, ребят, все работает. Мы установили локально Supabase, мы купили сервер, у нас все работает. Нам останется и этот вариант работы с Supabase, он уже защищен, в отличие от предыдущего варианта, который я вам показывал. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Это будет меня мотивировать снимать подобный контент, подобные видео. Видео сложное, оно не для всех. Я знаю, что оно не наберет огромное количество просмотров, но я уверен, что оно поможет всем тем, кому нужно работать с Supabase, кто работает с сервисами типа N8N. Все шаблоны, которые есть у меня по работе с N8N, они находятся в первом закрепленном сообщении, поэтому переходите и скачивайте их. Ребят, поставьте нравится, подпишитесь на канал, переходите в бота, переходите в телеграм-канал, скачивайте эту инструкцию по работе, по установке Supabase, также в первом закрепленном сообщении. С вами был Гризуевич, пока.